Всем привет! Сегодня будем смотреть обзор новинки фирмы Menk F-18. Американский многоцелевой палубный истребитель в 48 масштабе в модификации И, одноместный вариант. Данная модель — это, пожалуй, лучшая модель 18 в данном масштабе. Шедевральный шедевр, чемпион чемпионычей, так сказать. И это не шутка. Скажу сразу про стоимость модели. Она чуть больше 5500 рублей. Количество деталей сказать не могу, но очень много. Длина собранной модели будет составлять около 38 см, размах крыла около 27 см. Открою коробку и посмотрим, что там внутри. Большое количество литников, причем каждый из них упакован в индивидуальный целлофановый пакет. Прозрачные детали, помимо целлофана, еще нежно укутаны в отдельную пленку. А также декали, фототравление, набор окрасочных масок, ну и, конечно же, инструкция. Все это вы найдете в наборе. И обзор закончен. Спасибо всем за внимание. Нет, конечно, продолжаем. Вернее, начинаем с литников. Первая деталь перед вами, и это верхняя часть фюзеляжа, которая сделана вместе с частью крыла. И сейчас я буду любоваться этой моделью и рассказывать, какая она классная, как Менк постарался и выпустил это произведение масштабного искусства. Конечно же, смотрите на расшивку, она идеальна. Клепка, естественно, все филигранно. А филигранно это выполняемый, совершаемый с большим мастерством, тщательно и искусно, с вниманием к тонким деталям. Так и есть, так и есть. Так как F-18 это палубник, то, конечно, Menk позволяет нам собрать модель в двух вариантах крыла: полетной конфигурации и в сложенном положении. Нижняя часть фюзеляжа перед вами. Сделана она без части крыла, без ниш, стоек шасси. Все это дается отдельно. F-18И – это глубокая переработка истребителя F-18. Если F-18 это Hornet, шершень, то F-18И это Super Hornet, супер шершень. Как я уже и сказал, одноместный вариант. Первый полет совершил 29 ноября 1995 года. И что-то я подозреваю, что Menk выпустит и двухместный вариант, модификацию F, но посмотрим. А это у нас литник с нижней части крыла, с отверстиями под пилоны, все та же прекрасная расшивка. И обратите внимание, что даже следы от толкателей зачищены. Зачищены! Уровень. И закрылки можно сделать как в убранном, так и в выпущенном положении. Основная деталь данного литника – это киль. И мое мнение, что это самая красивая часть данного самолета. В основном, конечно, из-за всевозможных разнообразных окрасов и эмблем, которые размещаются на нем. Киль собирается из 6 частей, включая 3 части, из которых собирается руль направления. Ну и умножьте на 2. Все-таки есть как левый, так и правый. А это очень значимый литник, причем их два идентичных. Здесь и подвесные топливные баки, колеса,
Катапультное кресло кабины пилота. Фигура самого пилота. И сопла форсажной камеры двигателя. Пилоны. А это такой же литник, останавливаться на нем не будем. Следующий литник. Хочу сразу обратить внимание на детализацию и проработку ниш шасси. Гроссмейстерская пауза. Чтоб насладились этим моментом. Каналы воздухозапорников, стойки шасси, створки ниш шасси, колеса. Приборная доска. Также сделана очень качественно. Откидной обтекатель. Все на высоте. Проработка кабинета тоже не разочаровывает, конечно. И весело и дружно мы подошли к подвесному вооружению. GBU-24 – управляемая авиационная бомба в двух экземплярах. AIM-120 Эмрам – всепогодная управляемая ракета класса воздух-воздух средней дальности, 3 штуки. Как говорил известный герой, 3 магнитофона, 3 пальто. SGL-16 PW-2 управляемая авиационная бомба, 2 штуки. AIM-9X управляемая ракета воздух-воздух с инфракрасной головкой самонаведения Sidewinder, 2 штуки. И AIM-9M управляемая ракета воздух-воздух, также 2 штуки. Резиновые втулки также идут в комплекте. Металлические шифты. Далее, литники с прозрачными деталями, в основном это части ракет и бомб. Сдвижная часть фонаря, очень тонкий и прозрачный пластик. Фонарь можно установить в открытом и в закрытом положении.
Передняя, несдвижная часть фонаря. Небольшая плата с фотоотравлением. Набор окрасочных масок. Огромный лист декалей на 4 варианта камуфляжного окраса и с большим количеством технической информации. Декаль с техничкой на подвесное вооружение. И прекрасная инструкция на 3 языках, включая русский, между прочим. И это очень приятно. Содержимое набора и варианты окраса. Вариант A. Персональный самолет генерала Джеймса Маккола, 8-го палубного авиакрыла авианосца Джордж Буш, 2017 год. Вариант B. Истребитель пилота майора Карлая Лустенбергера, 2009 год. Тот же авианосец Джордж Буш. Вариант C. Пилот майор Ричард Прескотт, 2017 год. Также авианосец Джордж Буш. И четвертый вариант, вариант D. Учебное подразделение ВМС США. Пилот неизвестен, 2019 год. И на последних страницах инструкции краски, которые необходимы при сборке модели, и окраска и расположение декалей боевой нагрузки F-18. И также в комплекте набора даны 3 листа с описанием прототипа самолета на 3 языках, также включая русский. Вот такую замечательную модель мы посмотрели. Куплю ли я себе данный набор? Однозначно да, что уже в принципе и сделал. Чего и вам желаю, не пожалеете. А приобрести эту модель вы можете на нашем сайте i-modelist.ru. А я с вами ненадолго прощаюсь, спасибо за внимание. Ваш Я Моделист и я, Виталий Новиков. До встречи!